Друзья, мы находимся в стрелковом клубе 762. Это единственный в России и Европе тир с закрытой галереей 300 метров. Марат, привет. Приветствую. Я хотел поговорить с тобой сегодня о том, какие есть ошибки при стойке и хвате с карабином. Ну, автоматом, карабином. Автомат, карабин. Да. Смотри, вот у нас как раз карабин Сайга. Сейчас уменьшим, наверное, приклад. Как он уменьшается? Здесь не уменьшается. Возьми оружие и прицелься. Сейчас. Давай. Смотри, первая ошибка. У тебя тело находится под углом к мишени. Вторая ошибка – поднятое плечо. Угу. Третья ошибка – выдвинут локоть. И четвертая ошибка – ты стоишь прямо. Угу. И пятая ошибка – ты давишь плечом вперед. Да, Угу. это на самом деле, вот давай рассмотрим их в первую очередь. Почему раньше стреляли вот так? Как ты считаешь? Расскажи, Марат. Ну, потому что сейчас стреляют вот так, Угу. фронтально стоят к противнику, к мишени. Раньше стреляли. Снижая площадь поражения. Раньше не было бронежилетов, и нужно было уменьшить площадь тела, чтобы противнику было труднее попасть. То есть, оружие было не такое точное. Помнишь, вот Пушкин, Дантес, у них дальность 10 метров промахивались, с 10 метров промахивались. Если чуть вот так вставали, уже можно было больше попасть, чем вот так. Второе, посмотри, если ты стоишь под углом, у тебя импульс отдачи давит на дальнюю точку, и тело разворачивается. Из-за этого происходит увод оружия вправо. Он по внутренним характеристикам также вправо-вверх уводит, да? Но в этом случае у тебя давление идет на заднюю дальнюю точку, и получается увод оружия. То есть для следующего выстрела надо вернуть плечо на место, и оружие... Дополнительная горизонтальная отдача появляется. Дальше. Ты поднял плечо. Прицелься еще раз. Вот. Видишь, ты поднимаешь плечо. Это огромнейшая ошибка. Если мы рассматриваем, берите вот так, руки, вот вниз, и я буду давить сюда, ты дави телом на меня. Сильней, сильней, еще сильней. Вот, стоп. Нормально? Чувствуется нажатие, но не сильно, так. Да? Теперь подними плечо. Попробуй дави. Подними плечо. Подними. Больно, что дави. Вот. Поэтому, как только ты поднял плечо, сила давления на эту болевую точку огромная остается, очень огромная. И человек из-за этого больше назад отходит. Потому что давление практически получается, как будто в глаз давят. Выдержать давление в глаз невозможно адекватному человеку. Да? Третье, так как сила отдачи не такая сильная, то человека не так сильно отбрасывает, да, но все равно получается это. Одна из ошибок у тебя сейчас была давлением плечо вперед. Да. На самом деле не нужно этого делать. Если мы рассмотрим, тут у меня многие методика по стрельбе пришла больше со спорта. Когда ты человека бьешь, ты не пытайся вытянуть плечо, чтобы дальше ударить. При ударе лучше повернуть корпус, и гораздо дальше получится удар. Теперь давай рассмотрим. Берем вот так, фронтально вставай, фронтально ко мне. Да. Нет, одну руку. Вот ты поставил на плечо, чуть упрись, стой, сильнее не надо, вот так. И вот я давлю. Толкни тихонько. Вот. Видишь? Смотри, отставить, держи, просто держи. Вот это все. А посмотри, как напряжена спина. Полностью напряженное тело для того, чтобы... Плечо не создано, чтобы толкать его вперед. Оно не создано для этого. Плечо создано поднимать вверх массу, да, или перед собой поднимать передние пучки. Мы должны понять, какая мышца для чего работает. И получается, ты давишь, напрягаешь все тело, малейший импульс. Вот сейчас сделаешь тихонько вот такое движение. Давай. Подожди, нет. Я сначала напрягу. Вот. Видишь? Все, вылетаешь из тапок. А можно сделать по-другому. Не давя одним плечом, ставь. Вот я расслабился. Видел? Видно? Вот. Ты сейчас сильнее гораздо давил. Просто дави, как до этого. Еще раз. Как до этого. Вот я стою. Вот. И вот. Все. Видел?
То есть как корпусом работаешь, И не полностью плечом. расслабленно. Так точно. Всегда надо работать корпусом, то есть, ну, в первую очередь понять, что для чего делается. На эту душу. Теперь, а, одна из ошибок была выведение локтя. Мгм. Это на самом деле как бы не ошибка, это было... Почему мы начали выводить локоть? Ранее, вот я сказал, вот так стреляли, потому что не было бронежилетов. После этого появилась стойка, где мы локоть в сторону отводили и стреляли. Это официальная стойка, описанная во всех там учебниках. Так нужно было стрелять. А почему так нужно было стрелять? Потому что появились бронежилеты, и автомат соскакивал, приклад соскакивал. С лямок потому что, бронежилета. да, и некуда было прислонить. И в этом случае взяли, просто подняли локоть. На самом деле, посмотри, нам вроде кажется, что вот эти методики пишут очень умные люди, грамотные люди. Но это далеко не так. То есть почему-то никто не позвонил, не сказал переделать бронежилет Мгм. для того, чтобы было удобнее стрелять. Задача бойца там не защитить максимально себя, да, а уничтожить противника. И если ты выводишь локоть сюда и выходишь из-за угла здания или в проем дверей, то у тебя локоть выходит первый. Мгм. И все. Гораздо легче было бы позвонить, сказать: ребята, бронежилет такой. Если мы сходим в тир, мы позже будем с тобой в тире, ой, не в тире, а в музее снимать, вот о музее, о котором Мгм. я говорил, там есть бронежилет времен Великой Отечественной войны, кираса обычная металлическая, и здесь у него вырез. Под Просто приклад. вырезали, да. Потому что им даже в голову не пришло, чтобы поднимать локоть, потому что все понимали, да. Теперь, а что дает локоть поднятый в наше время? Почему нельзя поднимать локоть? Потому что больше попаданий. И теперь смотри, держи, вот прицелься, вот как, вот, ну даже вот так можешь, вот. Держи, Мгм. сильно напряги. Видишь? Малейшее давление, у тебя рука опускается. Мгм. А теперь возьми сюда. И вот здесь я повисну. Видишь? У руки гораздо больше сил будет для удержания оружия. Мгм. Чуть тяжелое оружие, чуть что-то не то. У тебя рука при вот таком локте, вот просто, видишь? Просто даже руку поставить. А здесь я буду давить. Вот Мгм. здесь. Вот. И будет гораздо эффективнее, если мы убрали локоть. И гораздо безопаснее для стреляющего. Мгм. Пятая ошибка у тебя была, что ты стоял ровно. Нужен наклон. Вперед, Не всегда. Давайте вспомним, как стреляют снайпера. чуть отклонившись Да. назад. А для чего мы наклоняемся вперед? Как ты считаешь? Я думаю, интуитивно компенсируя какую-то потенциальную отдачу, которой пока еще нет. Все так думают. А почему тогда снайпера наклоняются назад, у них вот такой патрон? И еще большая отдача. И нет, они не падают. Они наклоняются назад и не падают. Более того, при стрельбе из пистолета мы наклоняемся вперед. Везде написано: наклоняйтесь вперед, чтобы погасить отдачу. А многие стрелки, ты обратишь внимание, вот так стреляют. И не падают назад, и не улетают назад, ничего не Мгм. происходит. Даже более крупных калибров 40-го, 45-го калибра стреляют. Зачем же тогда? Смотри, мы стоим на двух ногах, правильно? У нас две точки опоры. Самая устойчивая фигура, сколько точек опоры? 3. 3. А при двух точках опоры может человек стоять? Устойчиво? Да. Какое-то время, да. Нет. Он все время будет падать. То есть мы стоим благодаря работе вестибулярного аппарата. То есть человек стоит, у него все время работает вестибулярка. Как она работает? На самом деле человек не стоит, а всегда падает. То есть не стоит он все время падает. Или вперед, или назад. Вот при падении вперед тело, тут у нас есть вестибулярный Мозжечок. аппарат, там волокна задевают определенные нервы и напрягаются бицепс бедра, ягодичная мышца, короткая мышца спины. Это нас выводит назад. В эту же долю, микродолю секунды он начинает, человек, падать назад. Сразу срабатывает пресс и квадрицепсы и выводит вперед. И человек все время вот так стоит. Обрати внимание, оператор наклоняется, фотограф наклоняется. Ты не обращал внимания? Оператор наклоняется, когда снимает. Мгм. Ну, посмотри на Может, него. да. Вот. Если он не наклонится, если будет стоять ровно, вот возьмет вот так ровно, да, вы увидите по кадрам, что гуляет
Мгм. И снайпера тоже не... Снайпер не может вперед наклониться, потому что снайперская винтовка тяжелая, длинная, тяжелая, прицел, да, он не может вперед наклониться, поэтому и у него нет задачи бежать вперед, там, Мгм. идти вперед. У него задача стоять и стрелять, например, если вдруг получилось, Держать что на он стоит. прицеле. И теперь сравни, когда мы вот, оперлись на дерево или куда-то, нам легче попасть. Безусловно. Почему? Третья точка опоры. Молодец. Это мало кто в голове понимает. Мы создаем третью точку опоры. Главное ее правильно создать, чтобы она была именно третьей точкой опоры, да, нагрузить ее Мгм. немножко, и тогда у нас точность выстрела намного лучше, даже чем просто при наклоне вперед. Потому что при наклоне вперед все равно вестибулярный аппарат работает, немножко есть отклонение. Просто простой вывод. Взяли вот так оружие с прицелом хорошим. Попробуем? Да, сейчас. С хорошим прицелом. И ты увидишь, что ровно стоя, у тебя мушка с целиком отклоняется от линии, от точки прицеливания. Как только ты чуть наклонишься, у тебя уже точка будет более точнее. А если мы поставим вот этот стенд, и ты на него оперешься, ты увидишь, что точка вообще не гуляет. Мгм. Вот, вы должны всегда создавать условия для того, чтобы выстрел был точнее. Марат, давай теперь с учетом всех твоих рекомендаций, Да. да, я попробую взять еще раз, и ты проследи, чтобы это было правильно. Да. Во-первых, подходи. Да. Цевьё. Плечи фронтально. Плечо не поднимай. Приложи сюда. Маленький наклон вперед. Наклон вперед также позволит линию прицеливания, голову сместить. Нет, не голову под прицел. Смотри, ты делаешь вот так. Вот. Пытаешься Ты меня головой. зафиксировал высоту сейчас. Мы должны взять, видеть цель, маленький наклон вперед и подвести точку прицеливания под глаза. Мгм. Потому что это наш раб. Он под нас подстраивается, а не мы под него. А то многие возьмут и потом начинают выцеливать. Нет. Изначально направляем. Пробуй. Фронтально. К щеку обязательно. Это дополнительная точка. Плечо расслабь. Это не дави. Отпусти. Плечо расслабь. Локоток убирай. Вот. И наклон вперед. Вперед. Вот. Маленький наклон. Плечи ровно. Смотри. Отпускай оружие. Вот так отпускай. Мгм. Держи Давай. цевьё. Тело и оружие вот так должны стоять. Перпендикулярно. То есть перпендикулярно. У тебя получается вот так. Мгм. Поэтому на эту будет давление. То есть если ты стену под крышу, если стена под крышей у тебя столб или стена вот так стоит или вот так, Мгм. ну, рухнет. Понятно, куда упадет. Если она ровно, то ровный упор и очень хорошо это. Прицеливайся. Плечи ровно. И левая рука чуть-чуть прижимает оружие к телу. Плечо опускай. Мгм. Отпускай плечо. Вот. Вот. В локотке убирай. Вот. Все. И щека обязательно. Это Касается у нас как бы нащечника. подщечник, да? Мгм. Значит, под щекой. Все. Вот, опускай. Все. И смотри. То есть прицелился. Вот. Опустил. Тело практически не должно Мгм. менять положение. Не делать, не отпускать какими-то тремя способами. Поднял, выстрел, отпустил. Поднял, выстрел, опустил. Наклон маленький. Ошибка, почему я объясняю, для чего мы наклоняемся вперед. Чтобы слишком сильно не наклонялись, потому что в этом положении тело устает очень сильно. Мгм. То есть нагрузка получается на короткую мышцу спины. Да? Поэтому наклон должен быть такой, чтобы вот эта короткая мышца спины чуть-чуть напряглась. Плево. Вот. Плечо расслабь и чуть подожми. Вот. Мгм. И ясно смотришь, голова ровно. Вот. Голова естественно. То есть как ты стоял, да, ты подводишь сюда. Далеко приклад не убираем. Мгм. Попробуешь пострелять? Давай. Одеваем наушники, очки и начинаем. Пока присоединим магазин. И Сейчас. жестче. Смотри. Здесь нужно прям очень хорошо. А он у тебя фиксируется? Конечно. Ага, всё. Нет, надо рукой поддерживать. Давай, отпускай. Давай, жестче. Давай. А что я делаю не так Жестче. сейчас? Подожди. Потом говорят, оружие российское плохое.
Не оружие, руки. Руки плохие. Вот смотри, видишь, Давай, две давай, руки. давай, смотрю. Обычные человеческие руки, да? Немножко, да. Меня там уже увольняют потихонечку, да? Все, не надо вытаскивать. Да надо, Не ну что я... Все, Во, молодец. давай еще раз, на кадр. Да. Одна из причин, почему из ТТ стреляли вот так, Так, чтобы выпадающий не выпадал магазин. Да. Ты Мы читал, что мы это удалим, не надо так рассказывать. Да. А то я совсем как это. Давай, говори, Давай. вставляй. магазин пристегни, пока Так. не досылай патрон. И теперь ровно стоя, прицелься и подержи немножко оружие на мишени. Ровно. Не наклоняйся. Ровно. Посмотри, будет отклонение от мишени? Ну, я поддерживаю Ну, в середине посмотри, мишени. постой, да. Я даже вот здесь вижу, что качается у тебя оружие. Качается, да. Вот это. Я трачу усилия, чтобы поддерживать его Да. в середине мишени. Теперь маленький наклон вперед. Ну, несколько легче. Намного легче. Расслабь эту руку, ты просто плечо поднял. Прижми. Вот, прижми. И просто эту поставь. Маленький наклон вперед. Маленький. Угу. Гораздо лучше. Гораздо Да, лучше. проще. Да, это просто можешь... палец убирай, да. Фотографы фотографировали всегда раньше так. Я тоже думал, а зачем они наклоняются? Что, они не могут вот так? Больше, выдержка была-то чуть больше. Мгм. И чтобы не было смазано. Лишние тряски. Да. Мгм. Сейчас мы привыкли фотографировать как угодно, потому что там многие фотоаппараты, они это убирают. Теперь у нас задача пострелять несколько выстрелов по твоей старой методике. Интуитивно. Взяв. С поворотом, Так. поднятием плеча и поднятием локтя. Вот эти все варианты. Потом мы попробуем, как я тебе подсоветовал. Внимание, давай. Под углом вставай. Ага. Как до этого ты вставал. Плечо подними, Мгм. локоть выведи. Мгм. Давай. Ты достал сейчас? Дослал. Давай, локоть подними. Ну. А теперь давай ровно вставай. Плечо не поднимай. Плечи ровно. Сейчас, подожди. Угу. Плечо это должно быть на одном уровне с этим. Выровни их. Выровни. Маленький наклон вперед. Левая рука прижимает, правая расслаблена. Угу. Давай. Наклон вперед. Выровни ноги. Выровни. Вот. Плечи расслабь. Да что ж такое? Прикол, Грудь да. вперед, Поехали. живот назад. Давай. Прижми. Да. Посмотри, даже кучнее идет стрельба. Вот. Давай двоечку. Агрессивнее вперед. Двоечку. Видишь? И теперь выровняйся и стань под углом. Как до этого. Видишь? Да, болтает, конечно. И ты должен... Вот. Давай. Вот, встал, смотри. У тебя даже сейчас Сюда. ошибка есть. Смотри. Ты все равно плечо вытягиваешь. Смотри, ты вот так стреляешь. Я тут. Ты потом по видео увидишь. Смотри, вот это плечо ты вытягиваешь, Мгм. это сзади. Когда у нас... сейчас ставим на предохранитель. Там патрон в патроннике. Да, предохранитель. Смотри, если мы берем... Вот сюда двигай. Про камеру Вот. не забудь. Да. Если эта часть стоит вот так на нее давить гораздо труднее, если она наваливается на тебя. Если же она вот так стоит, почему двери открывают за одну часть? То есть здесь на эту дальнюю легче давить, чем на нее в общем. Понял? Или нет? Почти. То есть, смотри, наваливайся корпусом. Видишь? Вот. А теперь попробуй навалиться. Видишь? Гораздо труднее. Поэтому оба плеча должны быть на одном уровне. Если одно плечо идет сюда, а другое здесь, давление сюда, ты не сможешь создать давление. Да. Вот. Угу. И теперь выравнивай. Я понял. Да, еще давай. Вот, видишь? На мне попробуй. Руку. Видишь? Вот. И теперь смотри. Невозможно. Я не могу надавить корпусом. Сейчас отойдет. Попробуй. У тебя в данный момент, смотри, какая ошибка. Ты вот встал, ты делаешь вот это движение, ты вытягиваешь плечо, тем самым убираешь силу плеча. Я понял. Попробуй ровно прям. Не вытягивай плечо. Опусти плечо.
Сейчас, подожди, давай я сам возьму. Давай. Вот. Прижми. И наклон вперед. Вот. Плечо все равно чуть вытяни. Вот. Поехали. Предохранитель. Угу. Плечо убери опять. Вот, вот. Поехали. Видишь? Ну, прицел Марка как было? Далеко не гуляла? Чуть оглох. Нет, смотри, все кучно, все попадания прям подряд и не сильно гуляет. В любом виде спорта решает техника. То есть, что это становая тяга, что приседание со штангой, что перепрыгивать какие-то предметы, планки, да, какие-то перепрыгивать. В любом случае техника рулит. Не количество подходов, не количество повторений, а техника в первую очередь. А потом уже методика тренировок. Но в любом случае, хоть и важна очень сильно техника, но тренироваться в стрельбе обязательно нужно. И обязательно нужно это делать в нормальных помещениях, где есть хорошее освещение и есть где-то такое количество мишеней, которые находятся здесь. Именно в стрелковом клубе 7,62. Тем более такой большой здесь выбор, более 80 видов оружия, Ага. более 400 единиц стрелкового оружия. Так что самое лучшее место, куда можно прийти потренироваться. На самом деле очень круто здесь. И в одном из комментариев мне писали: цена дорогая. Высокая цена. Да, ну давайте посмотрим по кругу. То есть где-то говорят, аренда столько, патроны столько. В среднем цена в любом тире одинаковая. Но посмотри, как здесь освещено все, сколько здесь мишеней, сколько вентиляции здесь и сколько удобных И мы не в аксессуаров. пригороде где-то, а прям практически в центре Москвы. Так точно. Обязательно сюда приходите и учитесь стрелять правильно. А если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно сделайте это прямо сейчас. Спасибо, Марат. Спасибо тебе.